Рекомендую всем подписаться на мой второй канал. Добро победит зло. На этом канале я буду публиковать правду, также Писание Библии и не только. Все добрые дела будут здесь. Наверное, каждый из нас слышал страшные истории о существах потустороннего мира. Бугимена, Слендермена, Радиомена, Кровавой Мэри и Пиковой Дамы. Но вам было интересно, существуют они на самом деле? И главный вопрос, можно их призвать? Сейчас я вам расскажу про одно приложение и мое мнение про него. Желаю всем приятного просмотра. Искатель призраков. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Я понимаю, как вам надоели эти скримеры. Писали и просили, чтобы я хоть чуть-чуть их вставил. Я сам их, честно говоря, не люблю. Но давайте, сейчас мы идем к обзору нашего приложения. Не переключайтесь. Всем привет, с вами снова канал Искатель призраков. Проводим обзор приложения Spirit Radar. Скачать вы его можете через Play Market. Почитав отзывы этого приложения, мне становится смешно. Сейчас я вам прочитаю один из отзывов. Мы с моими друзьями вызвали Радиомена, и он пришел. Сначала у нас то выключалось, то включалось радио. Потом оно начало издавать шум. Тогда нам реально стало страшно. Мы его выключили, но оно все равно включалось. Потом вообще было слышно непонятные слова. Честно, после этого мне хочется смеяться. Объясню почему. Я тоже пробовал вызывать Радиомена. Это было спустя год. Я еще вам покажу аналитику этого видео. После этого обзора приложения. По сути, все, что здесь написано, все ритуалы, которые здесь, вот, мне кажется, что это просто полный бред. Смотрите, открывается у нас такой радар. Заходим в ритуалы. Вот у нас такие ритуалы. Что там? Безопасные, опасные и смертельные. Ты не выживешь. Заходим в безопасные. Радиомен! Которого, кстати, я вызывал по радио. Тут есть египетский кот, безглазая Алиса, лазарий, кукловод и куча страшных названий. Даже чертики есть, смотрите. Что я хочу сказать про это приложение? В смертельных ритуалах у нас одни демоны, в опасных у нас вот такие вот. Инструкция. Повторюсь, как для меня это детский лепет. Тут даже РГФ есть. Давайте его включим. Расшифровка слов. Я просто сейчас уверен, что оно будет отвечать мне всякую фигню. Скажи мне дату моей смерти.
Мне становится жарко. Не прошло и 2 часов. Ответ нет. Радар типа показывает. Вот такое вот. Ну, типа призраков ты можешь тут отснять. Но мне больше всего понравилось, когда человек написал, что они вызвали радиомена, и у них радио включалось само по себе и выключалось. Давайте перейдем к аналитике одного моего видео, старого видео, там, где я тоже вызывал радиомена. Приступаем к просмотру. Сейчас, еще одну секундочку. Забыл сказать. Кто хочет поддержать мой канал, ссылочка есть в описании. А также есть кнопочка «Спонсировать». Буду всем заранее благодарен. Приступаем к аналитике видео. Здесь я сделал все по инструкции. В этой части я провел ритуал призыва радиомена. В первой части я проводил призыв волшебного гнома. Волшебный гном исполняет желание. Давайте вкратце я вам покажу эту часть и другую. Как вызвать радиомена? Вызывать его надо вечером. Вам понадобится радио, ваша фотография. Можете нарисовать себя. Я взял мою фотку. Зажигаем свечу, включаем радио, находим волну с шипением. Как только нашли подходящую волну, задайте вопрос 3 раза. Меня кто-нибудь слышит? И подождите пару минут. Как только вы услышите похожие на ответы, затушите свечу и говорите следующие. Ну, я подготовлю, конечно, фразу. Произнесите это 3 раза. Старайтесь много с ним не говорить, потому что дух может к вам привязаться. Навредить он не может. Чтобы он ушел, можно просто выключить радио. В принципе, все было сделано исключительно по инструкции, но самое интересное, ответов я вообще не слышал. А теперь давайте внимательно посмотрим. Включаем наше радио. Ten svůj život profesionální a osobní. A to tak, že často právě Там сказано, надо подождать пару минут. Поэтому я зажигаю свечу. Здесь, чтобы она не погасла. Скажу честно, я не верю, что там кто-то ответит, но самому интересно, поэтому эксперимент есть эксперимент. Так, все подготовили. Включаем радио, находим волну с шипением. Как только нашли подходящую волну, задайте вопрос 3 раза. Меня кто-нибудь слышит? Меня кто-нибудь слышит? Меня кто-нибудь слышит? Не знаю никакой реакции. Меня кто-нибудь слышит? Меня кто-нибудь слышит? Могу сказать только одно. Возможно, мне надо было выключить свет камеры и свет самого радио. Может быть, я сделал ошибку. Я не защищаю это приложение. Либо это полная туфта, либо мешал свет. Monstra ti essa mecum per spiritus. Monstra ti essa mecum per spiritus. Monstra ti essa mecum per spiritus. Попробую сейчас еще по-другому. Может быть,
я не настроил эту волну, давайте я сейчас попробую перенастроить волну. Пока не буду делать поспешных выводов. Я не утверждаю, что эта фигня сработает. Понимаю, конечно. Мы здесь чисто, как говорится, поразвлекаться, поэкспериментировать. Но и после этого ничего не сработало. Я скажу так. Мой анализ заключается в двух вещах. Либо мешал свет, либо это не работает. Приступаем к другому эксперименту. Как вызвать волшебного гнома? Вызывать нужно только днем. Нам понадобится ручка, бумага, яблоко, молоко, спички и свеча. Я все это с собой взял. Тут написано: возьмите листок бумаги и напишите посредине листка ваше имя. Перервите листок и напишите свое желание. Как вспомню, будто это было вчера. В этом видео у меня было желание на тот момент 10 тысяч подписчиков на YouTube. Помню, как вчера. И в тот день у меня был праздник. У меня была первая 1000 подписчиков. И у меня было желание умножить на 10. Но я хотел это в течение 3 месяцев. А прошло намного больше. Мой анализ в том, что это не работает. Но смотрите дальше. Все как было в инструкции. Уважаемый гном, исполни мое желание. Хочу 10 тысяч подписчиков на YouTube. На обратной стороне написал свое имя. Коля. В общем, все было как по инструкции. Положить рядом с листком вкусное молоко. Яблоко положим. Потом берем молоко и капаем на листок с нашим именем. Сделали. Потом берем свечу. Зажигаем свечу на минуту. В общем, сейчас проходит минута, я тушу свечу, и должно за какое-то время, не обязательно, что это желание должно сбыться именно сегодня или завтра, я хочу 10 тысяч подписчиков хотя бы за 3 месяца. Вот если за 3 месяца я наберу 10 тысяч подписчиков, то тогда я могу сказать, что этот эксперимент правдивый. Но, к сожалению, это желание в срок не сбылось. Сбылось количество, но не в срок. И мое мнение, что это не работает. Рекомендую всем подписаться на мой второй канал. Добро победит зло. На этом канале я буду публиковать правду, также писание Библии и не только. Все добрые дела будут здесь.